Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в ремонте мойка высокого давления Керхер К5 контакт 1.630.750.0. Заявленная неисправность перестала включаться сразу при включении переключателя. Ничего не происходит. Давайте сразу проверим. Подключим к сети и попробуем ее включить. Проверка заявленной неисправности совпадает. Будем разбирать и откручивать винты. Винты у нас внизу. Раз, два, три, 4, 5. И спереди 2, 8 винтов. Отвертка Тор X. Отвертки не обязательно с отверстием внутри. Калибр Т20. Откручиваем. Достаточно несложно разбирается. После откручивания верхняя крышка сразу снимается. Вот так она у нас выглядит. Освобождаем заправку сетевого шнура. Достаем внутренности, а корпус сразу убираем. Переключатель включения. Будем разбирать дальше, вытаскивать блок с переключателя и выяснять, в чем причина, почему мойка не включалась. Понадобится нам два шестигранных ключа, шестерочка и боковые на пятерку. Откручиваем 3 винта бокового патрубка. Сразу вытащим верхний клапан. Для этого нужно выколотить 2 штыря. Поддеваем плоской отверткой. Часто бывает, западают клапана, поршни в клапане из-за слабой пружины. И это одна из основных причин, почему мойка не включается. Так и есть. Поршень не выпадает. Будем разбирать дальше и выталкивать его уже с обратной стороны. Откручиваем верхнюю часть насоса. И чтобы вытащить блок управления, нам надо верхнюю часть немножко приподнять. Целиком оценивать не обязательно, приподнять, и он поддастся. Давайте еще с этой стороны немножко приподнимем. Все, и он вытаскивается. 3 контакта, идущие на обмотке двигателя. Снизу подпихиваем поршень. Теперь его можно вытащить. Все. Вот у нас поршень клапана, который у нас западает, залипает в клапане. Пружине не хватает силы его вытолкнуть, и мойку нельзя после этого включить. Вот так он попадает в это отверстие.
Забыли мы, что его класть нельзя. Вытекло масло. Нам надо не забыть перед сборкой немножко добавить. Сразу проверяем попутно параметры других элементов. Прозваниваем обмотки двигателя. И давайте разберем модуль управления. Простой лопаткой отгибаем защелки. И по периметру потихонечку открываем. Сюда у нас давит шток клапана. Давайте сразу проверим, какой емкости у нас пусковой конденсатор. — 31 микрофарад. И посмотрим микропереключатель, как у нас срабатывает. Вот состояние включено. Все нормально. И сразу проверим целостность шнура питания от вилки до подсоединения в модуле. Один провод есть контакт, второй тоже. Ну все, неисправностей в модуле не обнаружено. Собираем и устанавливаем на прежнее место. А вот и наша пружина, из-за которой у нас эта проблема. Со временем она у нас сжимается. Слабый металл отпускает. Для этого мы ее немножко растягиваем и сразу смажем. Влагостойкая смазка. Слабо вымывается водой. Вот у нас даже насос нарисован. Все, будем использовать эту смазку. Смазываем сразу поршень. Не жалеем смазки. И устанавливаем. Вот так он нажимается и давится вот на это место в модуле. Немножко поддаем поршень клапана, чтобы у нас верхняя часть зашла. И фиксируем двумя стержнями. Стержни у нас просто заколачиваем. Здесь у нас идет моющее средство. Давайте включим
И проверим. Вот при включении видно. При включении у нас он заработал. После того, как мы растянули и смазали пружину. Клапан стал функционировать. И мойка заработала. Подтягиваем винты. И приступаем к сборке в обратном порядке. Проверяем. Работает. Ну, дальше с остальными причиндалами клиент уже проверит сам. Собираем мойку и выдаем клиенту. Всего хорошего. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч.